Доброго времени суток, дорогие друзья. Рядом со мной скрипач с мировым именем, человек мира, не побоюсь этого слова. Недавно приехал, год прожил в Израиле. Это потрясающий человек, потрясающий скрипач Марк Шейхет. Добрый день, Марк. Здравствуйте, Виктор. Спасибо на добром слове. И кошке приятно. Вы знаете, то, что вы поработали целый год в Израиле, вы еще сказали, где, да? Скажите, пожалуйста, где вы работали? Ну, мне удалось в израильской филармонии поиграть Да, несколько это программ. на самом деле, дорогие друзья, фактически невозможно, я вам сразу хочу сказать. Нужно быть музыкантом высшего класса, чтобы попасть именно вот в эту израильскую филармонию и там поработать. Потому что на самом деле там звезды мирового масштаба часто выступают, да, и Израиль это государство, где, все-таки лучшие из лучших только могут, наверное, себя проявить в полной мере. Скажите, пожалуйста, как вам было комфортно работать? Вы что-то для себя приобрели новое? Ну да, интересно было поиграть, интересный опыт, огромный зал. Соответствует всем мировым стандартам, естественно. Ну, да? естественно. Ну и вообще море, песок, земля бытованная, слушатели. Ну и я поиграл много таких концертов для публики, для простых и для пожилых. В основном пожилые приходят на концерт. Пожилые пары, но тоже интересно, как они слушали, и тоже все были в восторге, и с зажженными глазами уходили с концертов, поздравляли. Было очень приятно, вот новый опыт такой для человека, он бесценен. Да, я хочу сказать, дорогие друзья, что сегодня Марк был в гостях на Радио ВОС, и мы слушали произведение в исполнении. Я когда первый раз услышал звуки его скрипки, хотя он еще играет и на органе, и на гитаре, как он сказал, немного, и немного занимается джазовой импровизацией. Был записан прекрасный альбом со знаменитым пианистом, назовите, пожалуйста. Валерий Гроховский, да, и «Бах в джазе». «Бах в джазе». Я думаю, что всем нам нужно это обязательно послушать. То есть это для чего делается? Я спросил и сам ответил на этот вопрос. Наверное, для того, чтобы большее количество людей услышало Баха, потому что сегодня молодежь или неподготовленную аудиторию, сложно так взять, заставить слушать Баха. А когда это где-то там с какими-то свинговыми, да, там такими делами легкими. Да, там под свинговкой. Да, когда... Слушается очень легко, светло. Я думаю, что можно ехать в автомобиле, да, ехать слушать. Конечно, в автомобиле и просто жить под эту музыку, и солнышко выходит из-за тучек сразу, как ни странно. Я задам еще вопрос, который сегодня уже задавал. Вы учились в Техасе, в джазовой школе, да, какой-то специализированной? Ну, в университете, где я учился, они мне предложили взять любой факультатив по моему выбору. И я выбрал джаз, было очень интересно, там, новый опыт, поработать, посмотреть, поиграть. Но вообще это сложно было? Да нет, ничего сложного, просто как-то стало просто когда самосовершенствуешься часами, и потом приходишь и играешь какую-то отсебятину, то совсем другое. Расхлябываешься немножко, игра расхлябывается, и звукоизвлечение происходит, интонация падает, и все как обычно. И часто они используют какие-то такие, как я бы сказал, какие-то интервалы неблагозвучные, да? То есть плывет гармония. По джазовым канонам, да. Они ходят, по джазовым гармониям. Тем более сегодня... Соло этому, соло тому. Но это было в каком году вообще? 2004, наверное. Ну да, но все равно Америка, она все равно впереди планеты всей в этом плане, да. Джаз это родина, так сказать, то есть это больше негры. Да. Поэтому тот же Луи Армстронг, который не знал нот, да, который играл и пел. Кстати, хотел бы задать вопрос, который сегодня в передаче не прозвучал. Мы говорили о ваших предпочтениях, вы называли композиторов, которые вам нравятся, да? Это, собственно говоря, традиционные великие композиторы, которые, наверное,
нравится всем любителям классической музыки. Но я вот у вас хочу сейчас спросить, а из каких-то, может быть, современных исполнителей вокальных, да, то есть классический вокал, джазовый вокал, есть какие-то у вас люди, которых вы можете послушать иногда для разнообразия? Вы знаете, для меня это немножко все, вот если Другая вы тема, эстрадную музыку говорите, она немножко мне примитивной кажется. Нет, Это я всё говорю исходит из классика и 3 джаз, аккордов. если... Классика и джаз. Пожалуй, нет. Пожалуй, Нет, я да? считаю немножко примитивно. Все тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Все строится на 3 аккордах. И это мне кажется примитивно. Не знаю, я Повторяю. лично с утра сегодня, помимо ваших нескольких произведений, мне что-то прям, вот я послушал Лучано Повороте, Повороте. да, и я слышал вот его произведение, то есть, ну, то, что он пел, да, сейчас все поют популярные произведения и так далее. И что я заметил, что вот современные исполнители почему-то стараются где-то переборщить, да. Вот он поет просто, душевно, по-человечески, то есть золотая середина соблюдается. Я заметил, что в вашей игре тоже присутствует вот уже последние ваши записи, произведения, да, так, как бы сказать, уже такого человека маститого, маэстро, которого уважают во всем мире. Вот. Я хотел вот узнать, вот все-таки с возрастом вы приходите к тому, что все-таки должна быть золотая середина, Конечно. вот соблюдаться? Конечно. Или все-таки вот эти эксперименты, они важнее сегодня? Главное не перегнуть палку, главное попасть в 21, что было настолько гармонично, сколько ты можешь, в соответствии со своим внутренним состоянием и пониманием того, что ты играешь. Конечно, Лучано Повороте потрясающий певец, голос от Бога. Одно удовольствие его слушать. Жаль, что его уже сегодня нет с нами, но все, что он спел, это, конечно, потрясающе. Я хочу спросить еще одну вещь. Когда вы сейчас приехали в Москву, вот у вас такая миссионерская деятельность продолжается. Оказывается, дорогие друзья, Марк еще пишет картины, пробует себя в скульптуре, и такие будут интересные выставки, музыкальные выставки, какие-то это, наверное, будут такие даже шоу, я бы сказал, да, в коллаборации с какими-то, может быть, известными тоже музыкантами и владельцами галерей. Вот. Я думаю, что это будет очень интересно. Как вы к этой идее пришли? Вот, как это у вас родилось? Вот, понятно, что состоявшийся музыкант, и вдруг захотелось вот взять краски и начать писать. Ну, как-то все получилось само собой. И я считаю, что, конечно, показывать мои картины лучше под мою музыку. А играть мою музыку лучше в компании с моими картинами. У вас дома вы вывешиваете свои произведения? Ну да, у меня все стены забиты, завешены моими работами. Вот когда вы пишете, когда вы погружаетесь в этот мир, другой совершенно, немножко противоположный музыке, хотя вы пишете под музыку тоже, да? Какие идеи хотите передать вот в основном? Что передаете? В основном я ставлю, как правило, какую-нибудь из симфоний Маллера, потому что это целый океан, огромный Сегодня пласт несколько музыки. раз это имя прозвучало, это один из ваших любимых композиторов, да? Да, Марк? каждый раз ты его слушаешь, ты изучаешь что-то новое. Ну просто если поставить симфонию Моцарта или Гайдна, у него потрясающие симфонии, но они идут 3 минуты. Ну да, И там я уже все знаю, что, чем закончится. А вот Маллер — это бездонное какое-то море музыки, в котором каждый раз ты замечаешь новые ощущения, новые краски, новые чувства, которые он хотел перенести нам. Потому что он, как говорят, человек был совершенно святой, если почитать его историю. И симфония — это 1:40. Час 40? Ну, допустим. Да. И вот за эти 1:40 ты успеваешь Это не традиционно для... прожить вместе с Маллером эти 1:40 и вместе с красками, и ты уже смотришь, что через 1:40 у тебя что-то появилось на холсте. Какие преобладают в основном цвета
В основном яркие. Ну, я, дорогие друзья, сегодня убедился, я увидел этого человека. Я вот, может быть, вас немножко смущаю тем, что я вас увидел, но я уже не раз говорил и повторюсь еще, многие об этом знают, что когда-то Сократ сидел, и рядом с ним ходил один из его учеников и молчал. А Сократ ему сказал: скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть. И точно так же, как глаза, зеркало души, точно так же и голос, и тем более музыкальная подача человека, да, его внутренний мир. Мне достаточно пообщаться минут, там, скажем, 10-15, и открывается особое какое-то видение этого человека. Я вижу, что вы очень светлые. Почему я говорю человек мира? Потому что нельзя сказать, что вы просто вот гражданин России или гражданин Израиля. Ни в коем случае. Потому что туда, куда вы приезжаете, вы чувствуете себя комфортно везде, везде вас ждут и везде одинаково относятся к тому, что вы делаете. И вы для каждого народа, куда приезжаете, собственно говоря, делаете одну и ту же миссию. Вы совершаете очередной акт добра, милосердия и восстанавливаете гармонию среди хаоса. Я прав? Да, спасибо большое на добром слове. Потому что, понимаете, дорогие друзья, сегодня на самом деле силы тьмы, я бы сказал, так вот, слепой живет в темноте постоянно. Но я бы сказал, да, силы тьмы сегодня создают какой-то хаос такой всеобщий. Он, может быть, в некоторых странах и в некоторых городах не лежит на поверхности, его, может быть, не видно. Но его видно в поступках и в напряженности, которая царит среди людей, в взаимоотношениях. И вот те люди, которые пропагандируют сегодня классику, я считаю их миссионерами, потому что, к сожалению, мы своих детей не всегда воспитываем, не всегда сегодня все приучают тому, что вечные ценности, они заключены в этой музыке, в музыке Баха, Бетховена и других прекрасных композиторов. Я, например, люблю еще и Вивальди тоже, хотя, может быть, для вас это легкомысленно, может быть, в какой-то степени. Глубокий, глубокий. Вот, да. И ну, я могу сказать, что мне и Лист определенные произведения нравятся, хотя они не для всех понятны, но я хочу сказать о другом, о том, что мы сами являемся как бы меломанами, носителями, а своим детям иногда не передаем. И вот, к сожалению, не всем дано это понимать. А это нужно обязательно понимать, чтобы быть личностью. Потому что человек, который не разбирается в классической музыке, который не разбирается в современной или вообще в живописи, согласитесь, что такого человека нельзя считать вполне образованным. Да, я считаю, что человек должен каждое утро заниматься, во-первых, поливкой цветов, а потом игрой на фортепиано, а потом уже скрипкой, завтраком, обедом и так далее. Пользуясь тем, что сказали о еде, какую кухню предпочитаете, что любите? Спасибо, я сам хорошо готовлю и периодически балую себя, чем Бог пошлет. Ем все, спасибо. По настроению, да? По настроению. Одно, кстати, вы в Израиле прожили год, что там, чем питались? Вы знаете, там, кстати, на удивление, была невкусная еда, и вокруг везде арабская шаверма. И ничего такого. Ну, к сожалению, очень много сегодня вот говорят о том, что израильско-арабские конфликты и так далее. Но в Израиле на самом деле живут очень много разных национальностей, никто их не притесняет, абсолютно все это вранье. И там говорят, что русским не рады, я тоже думаю, что это не так. Все друг другу, все друг другу рады, и все счастливы, мне кажется. Да, ну постреливают иногда. Ну, без этого как? Да. Уже такой конфликт, который затянулся тысячелетия, мне кажется, это тоже искусственно созданные вещи. Хочется пожелать, кстати, вот сегодня у нас была связь с одной из человеком, с одним из Израиля, он живет в предместье тоже Тель-Авива. Вот, он интересные вещи рассказал о том, что там Новый год теперь уже официально наши люди сделали так, что можно 1 января встречать. Вот, можно взять выходной день в этот день и так далее. Но не будем сосредотачиваться на Израиле. Я хочу сказать о том, что всюду, где просто среди
еврейского народа, на самом деле, очень много талантливых людей. И если бы не было у нас в России евреев, то я считаю, что не было бы, наверное, в какой-то степени русской культуры. Тот же Пушкин, да, я не говорю, что он еврей, но он же не был русским. И Борис Пастернак, и я не знаю, сейчас будем много русских поэтов называть, они все были евреями, правильно? То же самое, как и великие композиторы. Вот. И сегодня я считаю, что наши народы, Израиль и Россия, мы все равно всегда будем находить общий язык, для нас не существует каких-то барьеров. Пусть там политики разбираются о чем-то, но простой народ, Да. простые люди, мы всегда как бы поддерживаем дружеские, братские отношения. Правильно, люди хотят дружить. Да. Ездить И друг в постсоветское гости, встречаться. пространство оно не меняется, согласитесь, в какой-то Да. степени. Все меняется, но люди остаются людьми. Конечно. Вы знаете, я очень благодарен за то, что вы сегодня уделили мне много времени и на радио, и мы вот это записали интервью. Мне хочется еще раз пожелать вам, прежде всего, творческого долголетия. Оставайтесь самим собой, лучшей версией себя. Пусть те проекты, которые задуманы вами в Москве, обязательно будут осуществляться. И если будет такая возможность, пригласите меня в качестве слушателя, я с удовольствием приду послушать вас живьем. И всем рекомендую, дорогие друзья, подписываться на канал Марка на YouTube. Скажите, как он напишется по-английски? Марк Шейхет или по-английски Марк Чекет. Марк Чекет, да, по-английски. IKHET. И там много прекрасных концертов, и живых, и выступлений, что самое ценное. И там потрясающий звук, там потрясающее настроение. Вот. И это как раз рецепт для того, чтобы было хорошее настроение. И ходите на концерты. Вот. Спасибо вам. Да. Спасибо вам, Виктор. И берите пример с лучших. Всего самого доброго. До свидания. До свидания.